Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, в прошлый раз мы готовили каравай из блинчиков с яблоками. Было очень вкусно. А сегодня я хочу с вами поделиться с рецептом каравая, тоже из блинов, но с 3 начинками. Называется он «Каравай к супам и борщу». Опять-таки по книге Елены Ивановны Малаховец, 1861 года издания. Начинаем с приготовления начинок. Вначале готовим мясную. Вот ингредиенты, поехали. На плиту ставим кастрюлю с водой, доводим ее до кипения, добавляем соль и отправляем туда говядину. Я сразу закладываю около 1 килограмма, так как говядина уваривается. После закипания варим говядину 40 минут. Через 40 минут извлекаем мясо из кастрюли. Для начинки нам понадобится 400 грамм, а из остального мяса и бульона приготовим суп. Мясо для начинки пропускаем через мясорубку. Мелким кубиком нарезаем половину крупной луковицы и переходим к плите. На сковороду выкладываем столовую ложку сливочного масла. Когда оно растопится, выкладываем лук и обжариваем до золотистости. Затем добавляем перекрученный фарш. Обжариваем около 3 минут. Вливаем 4 столовые ложки бульона. Перемешиваем и убираем с плиты. Отваренные вкрутую яйца чистим и нарезаем мелким кубиком. Теперь в фарш добавляем мелко рубленый укроп, яйца. Перемешиваем. Мясная начинка готова. Следующая начинка будет творожная. Вот ингредиенты. Кстати, напоминаю, что все ингредиенты для вашего удобства есть в описании под видео. В глубокую чашу выкладываем творог, вбиваем 1 яйцо, немного солим, выкладываем 2 столовые ложки хорошей сметаны и тщательно вымешиваем до однородности. Я это делаю при помощи вилки. Вот такая жидковатая масса получается. То, что она жидковатая, пусть вас не смущает. Так и надо. Творожная начинка готова. Для следующей начинки нам потребуется рассыпчатая манная каша. Вот ингредиенты. Готовим. В сотейник выкладываем сливочное масло. Вливаем молоко. Добавляем немного соли. И когда молоко закипит, постоянно помешивая, потихоньку всыпаем манку. Варим буквально 5 минут, пока все молоко не войдет в манку. Снимаем с плиты, рассыпчатая манная каша готова. Теперь готовим блинчики. Блинчики получаются классные, так что можно их готовить и без всяких караваев. Вот ингредиенты, готовим тесто. В глубокую чашу просеиваем муку высшего сорта. Добавляем соль. Перемешиваем, я это делаю при помощи венчика. Вбиваем 2 яйца. Вливаем молоко. Молоко комнатной температуры. И при помощи венчика замешиваем тесто. Когда хорошенько размешали, добавляем растительное масло и вмешиваем его в тесто. Если у вас остались комочки, то есть 2 варианта. Можно тесто пробить погружным блендером, а можно его процедить через ситечко. Теперь подготавливаем форму для каравая. У меня форма диаметром 20 см. Я ее смазываю сливочным маслом. Подготовили форму, переходим к плите. Разогреваем сковороду, сбрызгиваем ее слегка растительным маслом. Выливаем на горячую сковороду половник теста, распределяем его по сковороде и обжариваем до тех пор, пока низ подрумянится. Затем переворачиваем и также обжариваем со второй стороны. Пекем блины на среднем огне. Обжаренный блин сразу выкладываем на дно. Также жарим остальные блины и теперь обкладываем бортики. Вот таким образом. Когда обложили форму блинами, выкладываем половину мясной начинки на дно, разравниваем. Накрываем начинку еще одним блином. На этот блин выкладываем половину творожной начинки. Также ее хорошенько разравниваем. Накрываем творожную начинку опять блином. На блин выкладываем манную рассыпчатую кашу. Я выкладываю сразу всю. В принципе, можете ее также разделить на 2 части. Накрываем манную начинку блином. Выкладываем оставшуюся мясную начинку. Хорошенько разравниваем.
Теперь можно опять эту начинку накрыть блином и уже сверху выкладывать творожную начинку. Но я выкладываю творожную начинку сразу на мясо. Разравниваю и накрываю блинами, которые свисают с бортиков. Вот таким образом. И теперь сверху выкладываю еще один блин. Получается вот такая красота. Отправляем подготовленный каравай в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40 минут. Верхний блинчик должен хорошо подрумяниться. Прошло 40 минут, каравай готов. Даем ему немножко остыть, минут 10-15. Затем накрываем блюдом, переворачиваем и убираем форму. Отрезаем вот такой кусочек. Смотрите, какая красота! Смотрите, слои великолепные. Как рекомендует Малаховец, осталось только присыпать зеленью, и, конечно, пробовать. Верхние блинчики запеченные, потому, в принципе, вилкой есть неудобно, лучше брать рукой. Пробуем. Какая вкуснота! В очередной раз убеждаюсь, что русская кухня — это прям вот круто-прикруто, потому что сочетание всех вот этих вот ингредиентов, оно такое гармоничное, это так вкусно получается, и не то что к супам и к борщу, а просто приготовить вот такой каравай, это очень прям готовый обед. Обязательно приготовьте, порадуйте своих родных и близких, а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока! Бормикс.